Здравствуйте, мои любимые, замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за вашу поддержку, благодарю за то, что вы со мной. Написала мне одна из моих прекрасных подписчиц запрос на расклад. Конкретно «покопайте нас поглубже». Я так понимаю, запрос на рост, развитие, может быть, подсказки, в каком направлении двигаться, какой скрытый ресурс открывать. Да, на что делать упор, акцент. Посмотрим, сделаем сегодня такой расклад. Расклад называется «Обратная сторона Луны». Какая важная часть твоей жизни остается в тени? Расклад, как всегда, будет сделан по специальной схеме, состоящей из 5 вопросов, которые будут озвучены сразу после сигнификации. И в конце расклада в качестве бонуса, как обычно, уже совет психолога. Надеюсь, вам это будет интересно, полезно. И, пожалуйста, мои хорошие, продолжайте, пишите любые вопросы, с которыми вы сталкиваетесь в жизни, на которые вы бы хотели иметь ответы профессионального психолога. Я буду собирать их всех, эти вопросы, в тематические блоки, и на все ваши вопросы вы обязательно получите ответы в моих видеоконсультациях. Вы когда-нибудь задумывались, почему Луна всегда повернута к нам только одной стороной? Она хранит свою тайну миллионы лет. Так и в вашей жизни. Есть фасад, который видят все, а есть обратная сторона, куда боитесь заглядывать, пожалуй, даже и вы сами. Но именно там, в этой священной тишине, спрятаны ваши самые мощные инструменты. То, что вы привыкли не замечать, на самом деле является фундаментом вашего будущего успеха. Сегодня мы развернем ваше внимание на 180 градусов и заглянем туда, где спят ваши истинные желания и скрытые возможности. Для начала делаю вашу сигнификацию. Какая девочка пришла на расклад? Ух ты! Тут какой-то инсайт, озарение пришло у вас. Это, не знаю, ваше, может быть, восприятие окружающей какой-то ситуации. Это связано с вашим родовым деревом, у кого-то это родовые программы и вашей мечтой. У кого-то прям ощущение такое, что нужно менять вот эти вот сценарии. Никого тут не нам нужно там обвинять, но у многих, знаете, как будто бы планочка какая-то, может быть, с детства вас воспитывали, тут навязывали даже какие-то программы, у кого-то не высовывайся, или вот у тебя вот это есть уже, хватит и достаточно, да, вот, ну, тут разное, я не буду тут развивать эту тему. Тут как будто бы вы для себя говорите, а мне этого мало, мне в этом тесно, я хочу двигаться дальше, я хочу тут по звезде раскрыть опять-таки свой потенциал, свое призвание, идти за этим, оставить в жизни след, не наследить там. Опять-таки показана мне тут семья, вы человек, который очень ценит близких, родных, можете быть очень хорошей мамочкой, заботливой женой. Но при этом сейчас ваше какое-то положение, но неустойчивое. Рядом карта все-таки семья, и тут опять это, об этом родовое дерево. Знаете, может быть, вы сейчас даже как проанализировали свое положение, может быть, взаимоотношения в семье, и вы так, некоторые могут подумать, я столько сил туда вложила, я на этом сделала, ну, знаете, как приоритет, да, у меня был моя семья, опять-таки близкие, может быть, потребности близких в первую очередь закрывались, а сейчас как будто бы какой-то результат, вы его не совсем им довольны. Может быть, знаете, в некоторых как синдром пустого гнезда, да, как это, когда детки вырастают, улетают из этого гнезда, и вы остаетесь, может быть, с супругом вдвоем или одни в этом, опять-таки, доме, в квартире, и ощущение того, что а дальше что? А жизнь как не то, что нам паузу, да, стала, и мысли о том, что а где я во всем этом, а моя реализация,
А воплотила ли я те мечты, о которых я там когда-то мечтала давным-давно? Может, пора как раз мне этим заняться? Вот тут у кого-то так. Мгм. Тут какой-то как диссонанс, знаете. Вы, может быть, искренне считали, что вот если вы там, ну, не буду говорить слово пожертвуете, да, ну, скажем так, пойдете на компромиссы где-то, и, может быть, там кто-то карьеру отложит на время, кто-то какие-то проекты свои, может, творческие, в принципе, какие-то шансы заморозит или в сторону отодвинет по поводу собственной реализации, но тем самым вы тут как будто бы для семьи сделаете лучше, то сейчас такое как ощущение у вас, понятно, многие благодарности не ждут, но такой, знаете, как будто большой знак вопроса, правильно ли я это все делала. Так как какая-то пустота, может быть, вот, знаете, звенящая пустота и даже у кого-то обида. Обида за то, что вам пришлось, вот, получается, какие-то как жертвы принести, а это не оценилось, не ценится. И вы тут говорите, я хочу этот жизненный сценарий изменить, я хочу сейчас, опять-таки, больше для себя, узнать себя, тут в том числе, тут теневая сторона, белая, черная, дуальность. Я хочу понять, какая я на самом деле, ну и, соответственно, развивать это. И тут карта, говорящая о том, что хочу кардинально изменить свою жизнь. И тут нет парных больше карт. Тут говорят о том, что о себе хочу подумать. Возможно, если я стану счастливей, раскрою свой потенциал, где-то реализуюсь, как личность, да, то и моим близким будет легче и лучше, да. Такая ваша сигнификация. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, смотрим. Твоя текущая ситуация, которую ты осознаешь и считаешь главной. То, что на виду. Текущая ситуация, то, что на виду. Следующее. Граница перехода. В общем, граница между тем, что ты знаешь о себе, и тем, что начинаешь подозревать, да? Переходная зона. Подозреваете, может быть, в каком направлении вы хотели бы двигаться, чего вам не хватает, что вы, может, осознанно, чего, может, осознанно даже избегаете, но это вас все равно притягивает. Заветная какая-то, может быть, мечта, там она и манит, и пугает, и жить не дает, и спать не дает. Да, у кого-то прям ощущение. Моя настоящая жизнь проходит как-то мимо меня. Так, следующее. Та самая часть жизни, которую ты упорно игнорируешь или подавляешь. Твоя главная слепая зона. Скрытый ресурс или талант, который прячется в этой тени и ждет своего часа. Итак, итог. Что изменится в твоей жизни, если ты наконец признаешь эту скрытую часть себя и объединишь свет и тень? Кстати, у вас там сигнификация, оно и выходило, дуальность, свет и тень. Начинаем. Первое у нас, девочки, твоя текущая ситуация, которую ты осознаешь и считаешь главной. То, что на виду. Ну вот, самое первое, самое главное, то, о чем я говорила. Семья. В хорошем смысле. Я служу своей семье, я опора для своей семьи. Я всегда приду на помощь, если мои близкие, родные будут нуждаться. Это посланник высших сил. Я оберегаю своих близких. Даже ценой каких-то собственных жертв, даже ценой, может быть, утерянных этих шансов. Я служу, классное слово, обалденное слово, оно просто исковеркано уже в современном понимании, но служить это прекрасно. Соответственно, если
вы понимаете, что это искренне от души, желательно, когда это еще и отдачу какую-то вы получаете, да, соответственно. Так, смотрите, хорошая мамочка, заботливая, внимательная, добрый человек, светлый. Так, твоя текущая ситуация, которую ты осознаешь, считаешь главной. Вот смотрите, дальше идет как в паутине, вы запутались в этом состоянии, вы из наилучших побуждений, может быть, опять-таки, родовые программы, ну, вы видели перед своими глазами, там, как себя вела бабушка, мама, да, по женской линии, и вы понимаете, а как по-другому. А сейчас понимаете, что можно по-другому, а действительно, оказывается, и может быть по-другому. Девочки, я вас не призываю тут, там, знаете, зачеркивать какие-то потребности, интересы ваших близких, но всего лишь я предлагаю в контексте рассмотреть карта правосудия, а равномерно ли распределены вот эти вот, скажем так, вот закрытие этих потребностей. Про себя вы не забыли? Так, считаешь главное то, что на виду. Опять-таки, для многих правосудие это законный брак, союз, карта подсолнух. История о том, что для вас на самом деле важно все-таки этот какой-то фасад, ну, наверное, как для многих из нас. У кого-то это законный брак, у кого-то это мужчина, который там берет ответственность за вас. Но тут карта подсолнух рядом говорит о том, что текущая ситуация какова? Вы все равно подстраиваетесь. Карта подсолнух это как цветочек, который поворачивается за солнышком. Все-таки близкие, родные, повторюсь, для вас являются они как в приоритете. Себя можете отодвигать, опять-таки, на какой-то план. Где-то вы чувствуете себя даже жертвенно, вот запутались, вот как в этих сетях. При этом у кого-то вопрос, а как по-другому? Ну, меня так учили, я так привыкла, и ну, можно много рассказывать, ну, а как реально по-другому, да, если там выбор между, я пример привожу, там, приобрести ребенку там пуховик или мне купить там новые какие-то там сапоги, да, да ладно, похожу я в этих сапогах, ради бога, или мало того, что пуховик ребенку новый куплю, так еще и гаджет ему какой-то новый, потому что у него же психика ранимая, а я выстою со своей психикой, а по факту вот, ну, не буду тут прям эту карту алкоголя так трактовать, прям что многие злоупотребляют, нет, а у многих тут просто я это буду трактовать как из-за вот этого вот желания приспособиться, извините, учесть желания, потребности многих, тут у вас могут быть и срывы, да, срывы, ну, не обязательно тут вы в алкогольном каком-то тут, не знаю, состоянии, да, валяетесь под столом. Нет, это любые какие-то там такие состояния, где вы не особо можете себя контролировать, где уже как по накатанной оно идет, и вы понимаете, а что-то не так происходит. Ну почему мне хочется вот компенсировать, что у кого-то это может в моменте желание доказать того, что я все делаю правильно. Ничего страшного, хотя там внутри сидит кто-то и грызет и говорит, да нет, ты же смотри, ты как-то не так, не туда движешься, где во всем это твое, где ты именно, как личность. Вот тут вот такое, как можете растворяться, опять-таки, в любимом мужчине, в детках. Никого ни к чему не призываю, то, что карты показывают, я так и считываю. А тут могут быть как такие, как моменты озарения, да, и вы думаете, да нет, надо же менять это все, ну зачем? Я же сама собственными какими-то поступками, как будто бы где-то даже зачеркиваю себя, свои шансы. Так вот мне идет. Вот такая текущая ситуация. Кстати, фасад может быть... Ой, а что это такое? Тут еще одна карта была. Ух ты, 3, 6. Девочки, эту карту я не увидела. Это карта боли. Смотрите, это женщина кричит от боли, от того, что она где-то как заложник теперь этих же сетей, в эти сети как попала, и как заложник уже какого-то образа. И приходится в этом существовать образе. Тут фасад, добропорядочная мать семейства, в принципе, добрый, светлый человек, который, повторюсь, может даже где-то
зачеркивать свои потребности ради даже не то что потребности, а ради каких-то мечт и желаний близких. Но вы кричите уже от этого всего. Вы говорите, хватит, я не могу уже так. Это вам болезненно для вас уже. Тут внутренняя борьба идет. И уже, мне кажется, длительное время. Хотя все начиналось с вашей стороны из лучших побуждений. Может быть, и думали, а как по-другому? Мама так, бабушка так. Понятно, а как же я по-другому? А потом посмотрели, там, а у соседки другие варианты. Она там, допустим, и карьеру может строить, и опять-таки делегировать свои какие-то обязанности на других членов семейства. Опять-таки взаимоотношения по-другому выстраиваются. Ну, ладно. Следующее. Граница между тем, что ты знаешь о себе, и тем, что начинаешь подозревать. Переходная зона. Так, павлин. Волк в овечьей шкуре. Ага. Свинью подложили, самонастрой, дом и воск. Ну, давайте так, пару слов могу сказать. Вы начинаете подозревать о том, что ваши какие-то вложения, там, временной ресурс, энергия, забота в дом, в домашних, как будто бы может вам казаться не особо это уже вас ценят, а принимают как должное. И в принципе ваше какое-то вот такое как поведение, кто-то как будто бы важнее, все равно. Да, вот, но это скорее как в прошлом. Почему я так говорю? Потому что эта карта воск, это идет как ваше восстановление. Восстановление может быть выздоровление даже. Да, это как вернуть себе вот этот здоровый эгоизм какой-то. Так вот, граница, я тут скажу, вы где-то понимаете, даете отчет, что карта самонастрой. Вы сами вот так вот, может, себя и поставили на второе место, да, вот там, по значимости. Где-то отодвинули в сторону свои опять какие-то мечты. У кого-то это вы столкнулись с тем, что мужчина, который рядышком, ну, может, с удовольствием как потреблял. Вы давали, да, то, что вы считали нужным и хотели это давать. Но в ответ вы все равно же ожидали поддержки, внимания, может быть, там кто-то материального, какой-то поддержки, вложений. А тут вы многие столкнулись с тем, что брать то готовы, а в ответ давать мало кто что дает. Опять-таки, у кого-то это карта павлин. Могли столкнуться с тем, что мужчина с удовольствием вот расцветает, да, пользуется плодами там вашего труда, энергии вашей вложенной, а потом больше как будто бы сам для себя. У кого-то это вообще может говорить о том, что вы там могли брать львиную долю домашней работы, помимо этого еще где-то же работать, а мужчина больше был сфокусирован тут на своей реализации. У кого-то тут помимо своей реализации еще хотелки, желания особо мог не считаться с вашими там, да, какими-то потребностями, опять-таки. Тут и как будто в один момент вы понимаете, что мужчина живет своей жизнью, классной, да, не отодвигает свою жизнь на потом. Вот так вот как-то. При этом он мог с вами как-то общаться, тут в волк в овечьей шкуре, что вы вроде начинаете как будто бы не то, что там претензии, предъявлять, а озвучивать даже то, что у вас есть потребности. И тут как будто бы это все как будто так перекручивается, и типа, а кто тебе виноват? Кто тебе виноват, что ты там ну, не в сад отдавала детей, а сидела с детками, да? Кто тебе там виноват, что ты там не строила карьеру, еще что-то? А вы реально думаете, блин, да ты же сам там был инициатором, ты сам говорил, допустим, не можем мы сейчас там позволить то и то и то. То есть, получается, вы как будто могли отказываться от очень многого в свою очередь, а сейчас, ну, сама, типа, дура, да? Ну, извините, некрасиво так скажу. У кого-то так может быть. Ну, я не утверждаю, что у всех. И опять-таки, у кого-то идет тут граница между тем, что знаешь о себе, и тем, что начинаешь подозревать. Начинаете подозревать, что как будто бы оглядываетесь вокруг и смотрите, женщины, которые там перышки распускают, любят себя изначально, они изначально входят в отношения с
теми мужчинами, которые вот так к ними относятся, которые их ценят, их ставят на пьедестал. Вот, и поэтому, соответственно, они в процессе уже им не приходится отсеивать тех там мужчин, которые там потребители, которые будут самоутверждаться за их счет. Вот к ним изначально относятся как к королевам. И может быть вот это какой-то бонус есть в этом. Тут как будто бы вы переосмысливаете всю ситуацию и смотрите, ну, допустим, какая-то ваша соседка, повторюсь, да, опять-таки, вот она к себя так несет, как царица, и выбор из партнеров у нее совершенно другой, и она, может, не соглашается на какие-то там предложения, а кто-то из девочек может быть рад тому, что вот предложили и все, соглашаюсь на меньшее. Вы понимаете, да? Изначально соглашаемся на меньшее, хотя перед нами весь мир открыт. Да? Огласите весь список, да? Мы боимся потерять тех, которые нам предлагают в самых первых рядах что-то. Ну, допустим, да, так вот как-то мне идет. В принципе, какой-то подход вот к себе. Вы понимаете, что дело во многом в вас самой, да? Для того, чтобы ну, партнеры, в принципе, люди относились к вам по-другому, то изначально вы сами должны поменяться. И отношение к самой себе у вас должно измениться. Но тут идет процесс уже очищения. Карта воск, это как смываются все эти у кого-то программки негативные, все не все, но многие. Установочки, да, все эти, которые впитаны с молоком матери. Так, та самая часть жизни, которую ты упорно игнорируешь или подавляешь, твоя главная слепая зона. Ох, тут сразу, смотрите, мои хорошие, ну вот как я буду вам по-другому это расскажу, у каждого же понятно свое, но тут вот сразу показано мне. Карта звезда, я это считаю как мечта, реализация. Многие из вас даже знают вот в чем ваша сильная эта сторона. У кого-то это таланты, способности ваши, это интеллект. Сюда все даже. У кого-то, в принципе, ваше желание блистать, быть не такой, как все. Это все сюда же. И первая идет карта, это вечная невеста. Это и дальше карта защита. Вы сами как будто бы отодвигаете вот это вот попытки реализовать это. Даже какие-то шажочки. Может на потом, может на завтра, может с понедельника, может с Нового года. И карта время, это уже какое-то время идет, мне показано. Вечная невеста — это женщина, которая всем хороша на самом деле. Тут и интеллект, и внешние данные, но низкая самооценка. Тут опять-таки соглашаемся на меньшее, боимся потерять то, что есть. Вы можете быть благодарны Вселенной и должны быть, да, никто никому ничего не должен, вы должны быть счастливы, но вы в идеале должны, девочки, благодарить Вселенную за то, что у вас есть. Правда, у нас у каждого есть действительно за что благодарить. Но при этом не нужно закрываться. А тут карта защиты, вы закрываетесь, как будто бы и не даете сами себе вот эти шансы. У кого-то это тут уже сформированная мечта. Вы где-то знаете, видите себя в чем-то. Действительно, знаете свои сильные стороны, каждый из вас. Так вот тут показано, ну, девочки, тут у кого-то звезда, это даже какая-то, не то что узкая специализация, это что-то у кого-то, даже какую-то нишу вы должны занять, можете занять. И в этом вы будете настолько оригинальны, вот что-то такое, вот не похожим ни на кого. А у вас, возможно, страхи. Так вот, и тут как получается, вы закрываетесь, отодвигаете уже какое-то время идет, закрываетесь, отодвигаете это все в сторону. А потом идет карта самобичевания. Опять как будто по замкнутому кругу какому-то вы говорите: боже мой, да я же уже могла там 10 лет назад написать эту книгу какую-то. Может, у кого-то картину кто-то написать, у кого-то это проект какой-то творческий. У многих это, девочки, это действительно принесет вам деньги. Вот смотрите, карта деньги. И вы понимаете, что смелые, решительные, они зарабатывают эти деньги, рискуют, получается, не получается, новые проекты. Но тут вам говорят, мои хорошие, кстати, тут, вот если так прочесть
та самая часть жизни, которую ты упорно игнорируешь и подавляешь. Твоя главная слепая зона. Девочки, как бы это сейчас ни звучало, может быть, пафосно, но вы на самом деле можете притягивать эти деньги, зарабатывать деньги эти. Вот тут вот как будто бы, может быть, на данный период вы даже боитесь как-то, может, претендовать на какие-то там заработки, да, может, думаете, ну, мне, в принципе, этого хватит, да. Денежная сфера, вот тут вот что подчеркивают мне. Первое, это ваши какие-то таланты, все-таки по звезде, это ваше призвание, таланты. И вы это так закрываетесь, где-то даже кто-то и смирился, говорите, да нет, наверное, не рискну. И уже длительное время вот эти какие-то качели внутри вас, может, никто даже из окружающих не знает, не знает о ваших там мечтаниях, там, ну не знаю, уже чуть как-то так себя реализовать, раскрыть свой потенциал. Но при этом внутри вас идет ощущение того, что «а я это могу», ну, по крайней мере, я могу рискнуть. Ну и основное все-таки деньги. Вы можете зарабатывать очень много денег. Может, опять-таки, при помощи вот этих ваших талантов. Ну, не знаю, вот мне показали та самая часть жизни, которую вы подавляете, слепая зона, зарабатывание денег. У кого-то это вот прям так. Ну, что показали, то показали. Следующее. Скрытый ресурс или талант, который прячется в этой тени и ждет своего часа. Вот смотрите, карты вышли, те, которые изначально у нас на вашу сигнификацию. Черное, белое. То есть действительно нужно сесть и разобраться, чего вы хотите. Особенно присмотреться к тому, тут карта невозможно. Может быть, там в детстве, в юности вы о чем-то таком мечтали, но вам сказали, это невозможно. Или в силу каких-то еще других там причин, стечения обстоятельств, у вас возникло вот это ощущение, да ну это невозможно. Допустим, да, вы всю жизнь там занимались в одной какой-то сфере были, да, деятельности, а тут это абсолютно в другую степь, да, у кого-то, ну, девочки, не знаю, допустим, вы преподавали в каком-то заведении, да, в институте, там, философию, а в юности вы очень хотели стать мастером там татуажа, да, уж не знаю, как это, татуировки какие-то делать, и у вас вот эта потребность, может быть, вот так вот реализовать себя. Так я вам хочу сказать, вот самое время подумать о том, что вы думали, что это невозможно. Где-то вам говорят, ведьма ведающая, даже вот эти вот какие-то подсказки не зря вам сейчас идут. И правда слушать интуицию. Там вы мне написали, девочки, ну слушаю интуицию, но в отношении себя она не работает. А вы тут обратите внимание, карта иглы, вспомните какую-то историю такую, которая может быть, вот она болезненная, вот где вы планировали, мечтали одно, а как будто бы вот ход истории вот поменялся. Может быть, в этот момент, вот как игла в сердце, это, знаете, может быть, там планировали поступить в один вуз, допустим, да, заняться чем-то таким, вот у вас мечта была. Не добрали баллов, думали, потом поступлю, потом как-то в другую пошли сферу, и это как осталось на заднем плане. У кого-то это, может быть, там связано с рождением деток, отодвинули опять-таки в сторону свою. Вот тут у кого-то прям это болезненно, кто-то хотел писать эти картины, кто-то элементарно хотел там в юности, в детстве даже в художественную школу пойти, ну там в силу каких-то обстоятельств не пошли, кто-то в музыкалку. Девочки, идите, пробуйте, тем более сейчас вот очень много возможностей, ну, в общем, вы поняли. Так, ладно, разных. Так, карта Эросон. Прячется в этой тени, ждет своего часа, нифига себе. У кого-то тут, девочки, сексуальная сфера, карта сон, знаете, вы как будто бы до конца сами себя еще не знаете в плане, ну как, может быть, ждали, когда этот мужчина в вашу жизнь появится, который вас раскроет в этом плане сексуально. Не знаю, у кого-то прям почему-то мне так показывают еще. Вот обратите внимание на эту сферу вашей жизни.
кто-то карта сон и Эрос думает, все, мне уже вообще это все неинтересно, это вообще как будто бы из прошлых жизней. Не хочу, я не хочу больше этих страстей, так вас никто и не призывает к страстям каким-то, да, к качелям. Вам просто говорят, не закрывайся полностью. Может быть, ты встретишь мужчину, с которым тебе просто будет классно, кайфово. Тут даже у кого-то так. Так. И это своего рода, знаете, ну, может, некрасиво, даже пошло как-то скажу. Удовлетворенная женщина, она, как правило, намного счастливее, чем какая-то очень неудовлетворенная и злобная, да. Ну, ладно, это выбор каждого. Ну, что показали, то показали. Так, все-таки смотрим. Скрытый ресурс. У кого-то ведьма ведающая, обладающая тайными знаниями. Это опять-таки поиски себя в эзотерике, в психологии. Может быть также помощь людям, но у кого-то это прям как-то нетрадиционно. Вот, ну не знаю, вот мне так идет. У многих это в принципе может быть скрытый ресурс. Вот он у вас еще не открыт у многих. Вот даже разобраться. Девочки, ну сядьте на листике себе, выпишите на бумажном, в чем вы хороши. Там, коммуникации, там, не знаю, умение работать, да, персональный компьютер. У кого-то там что-нибудь еще, девочки, просто выпишите свои какие-то достоинства, свои навыки, и потом разберитесь, а что приносит вам кайф. И в зависимости от этого уже, может быть, как-то двигаться в этом направлении. У кого-то это, вот я повторюсь, вот как-то в свое время хотели чего-то, но невозможно вот это, вот как поставила крест, перечеркнула. А сейчас вы догадываетесь, пытаетесь вспомнить. Кто-то реально знает, чего он хочет, просто боится и откладывает на потом. Так, ну вот как-то так. Ну и опять еще повторюсь, девочки, тут вот эти иглы в сердце, и карта Эрос, и сон. Кто-то закрывается от этой личной жизни и считает, не хочу я больше этих болезненных повторений, не хочу я этих, ну опять, знаете, качелей, опыта этого. Лучше, как во сне, буду как в анабиозе, да, и нам и так неплохо. Но вам говорят тут, если вы встретите какого-то мужчину, откроетесь ему, вам будет в этом кайфово, может быть, это своего рода будет как катализатор также. Вы в этом каком-то настроении, в состоянии, может быть, также быстрее достигнете чего-то, увидите, что для вас там будет кайфово и к чему вы движетесь. Вот тут как-то так. Может, даже благодаря вот этому какому-то общему настрою, вот по-другому вы посмотрите на свою жизнь там. Мне так идет. Так, и смотрим, что изменится в твоей жизни, если ты наконец признаешь эту скрытую часть себя и объединишь свет и тень. Свет и тень объединишь. Ух ты! Изменится. Это кардинально все изменится. Вот это вот фатальность, которая сейчас у многих присутствует. Все уже, ну как, я заложник этих родовых программ, выше планочки не прыгну. Ну что вот, как это... Не были никогда богаты, нефиг и сейчас и пытаться. Ну что из этой серии, да? Не, это все как будто бы уйдет. Карта фэнтези, тут фантазия. Вы даже не представляете, насколько у вас огромное поле деятельности, насколько перед вами открыты все двери и возможность действительно кардинально изменить свою судьбу. Что изменится в твоей жизни, наконец, иллюзии, свечи, вулкан. Да у вас в жизни все по-другому пойдет. Объединишь свет и тень, где-то нужно будет признаться в том, что вы долгое время, может, пребывали в каких-то иллюзиях, в том числе токсичность, в том числе это будет борьба с самой собой, это будет непросто. Где-то реально вы можете попробовать себя в чем-то новом, и столкнуться с тем, что, ага, я считала себя в этом сильной, я считала себя в этом конкурентоспособной, а оказывается нет. Ну ничего страшного, вас это подтолкнет к другому. То есть перед вами одни двери откроются, и даже если вы туда пойдете, и там что-то у вас не получится,
перед вами не будет замурованная стена, перед вами откроются еще вторые, третьи, четвертые, пятые, лишь бы вы шли, лишь бы вы пробовали. И вам говорят, как изменится, когда ты примешь свою, у кого-то это теневую сторону, у кого-то это эти страхи, которые вы их проработаете. Вы для себя просто их озвучите. А чего я боюсь? Вот реально, по факту. Ну не получится у меня, ничего страшного. Это же моя жизнь, я имею право быть счастливой. Тут я разрешаю себе быть счастливой, я разрешаю себе экспериментировать, я разрешаю себе, может быть, даже где-то быть какой-то по-детски, может быть, неорганизованной, может быть, по-детски какой-то, как это сказать, не слишком какой-то там ответственной. Но я имею на это право. Хватит мне думать о моем там каком-то авторитете, еще о чем-то. Как будто бы пока есть силы, пока есть возможности, нужно идти творить. Лучше совершить, да, и потом думать, нафига я это совершила, чем всю жизнь сожалеть о том, что вы что-то не сделали, да. Можно изменить очень многое в своей жизни. Вот тут вот как-то так. И карта свечи и вулкан, это говорит о том, что свечи это своего рода как выздоровление, также это буду считывать. Будете, и тут энергия, вулкан, вы тут будете полностью в новых энергиях, тут приток сил, тут как будто бы просто в нужное русло это все направить, как разбудили вас, вот как вулкан разбудили, да, тут подземные силы какие-то, то тут и вас как будто бы заново, с чистого листа будет что в вашей жизни развиваться. И причем это будет носить характер, карта Земля, это будет, с одной стороны, стабильно, то есть если вы будете гореть чем-то, интересоваться чем-то, любимым делом заниматься, это будет вам и финансы приносить, и стабильность будет та самая, которой сейчас вы как будто бы лишены где-то. Неуверенность в завтрашнем дне у вас там есть, это вот как опоры нет под ногами. А вам говорят, наряду с тем, что энергии будет много, еще и будет материальная вот опора. Прекрасно, просто прекрасно. Так, и совет у нас психолога, да. Ваша теневая сторона, девочки, это не склад ваших недостатков, да, а хранилище вашей неиспользованной энергии. Вот это о чем я. Вулкан. Разбудить нужно эту энергию, вывести наружу. Психологически то, что вы скрываете от мира, и есть ваш самый мощный ресурс. И совет: перестаньте бороться со своей тенью. Вот, это то, что у нас там свет и тень у нас, да. Вот оно у нас, свет и тень. Перестаньте бороться, подружитесь с нею. Начните с ней сотрудничать. И как только вы признаете свои скрытые желания, многим тяжело даже их признать. Они могут к вам вызывать вот эти скрытые желания, ощущение, да это нелепо, да в моем возрасте, да опять чего-то начинать. Да это ваше право, право творить, рисковать, быть счастливой, позволить себе, да, вот. И как только вы признаете свои скрытые желания, вы станете целостной и неуязвимой. Все, мои хорошие, удачи вам. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.